Всем привет, меня зовут Вова, и в этом видео я хотел бы рассказать о том, как же решить проблему, связанную с запуском DaVinci Resolve. А именно, сегодня мы поговорим о надписи Loading Waveform Monitor. Этот баг обычно вы можете встретить в видеокарточках AMD, и обычно это связано с драйверами, поэтому сегодня я как раз расскажу о том, как же это все пофиксить. Главная причина, по которой я записываю это видео, это то, что у меня вчера вылетела точно такая же проблема, и я целый день пытался ее решить. Однако решал ее целый день только из-за того, что у меня было недостаточно информации. А почему? А потому что когда я шел на YouTube, видео были абсолютно неинформативными, и попробовав абсолютно все методы, которые есть на YouTube, у меня так не получилось пофиксить эту проблему. Поэтому в этом видео я покажу такой способ, при котором вы можете решить проблему с DaVinci Resolve в 99% случаев. Понятное дело то, что возможно это подойдет не всем, однако если же этот метод не сработает, я прошу вас обратить внимание именно на свое железо, потому что если у вас, допустим, какая-то старая видеокарта, то, понятное дело, DaVinci Resolve, уже достаточно требовательная и тяжелая программа, будет запрашивать намного больше, чем то, что у вас есть в компьютере, поэтому вполне возможно проблема с видеокартой. Также, что нельзя исключать, это проблема с самой программой, поэтому если вы, допустим, скачиваете какие-нибудь репаки, какие-нибудь взломы, то вполне возможно то, что программа просто сломанная и она не может нормально подгрузить вашу систему. Поэтому, если же у вас хорошая видеокарта, если же вам не помог мой способ, тогда обратите внимание именно на свою программу. Ну, а мы переходим к видео. Поехали! Итак, что мы делаем? Для начала мы ищем панель управления, после чего ищем кнопку программы и компоненты, переходим туда и вот тут находим AMD Software, то есть это наши дрова для нашей видеокарты. После чего что мы делаем? Мы делаем очень страшную вещь, мы нажимаем на кнопку удалить, а как можете видеть, у нас уже экран пролагал, теперь у нас выполняется удаление нашей программы. Нажимаем на нужную нам версию драйверов, скорее всего она у вас одна, как и у меня, и нажимаем удалить. После чего у нас драйвера удаляются, и после того, как наши драйвера удалились, у нас встает выбор. Либо мы перезагружаем компьютер, либо мы завершаем. Я завершу, потому что я уже давно решил эту проблему. Однако вам я все же советую перезагрузить компьютер и уже потом делать то, что я вам покажу дальше. После чего мы нажимаем «Закрыть» и скачиваем драйвера. Мы переходим на сайт AMD или же на сайт вашего производителя видеокарты. Переходим на сайт с драйверами, то есть это поддержка, после чего Graphics, и выбираем нашу видеокарту. У меня это Radeon 400 серия, выбираю ее, и вот на RX 470. После чего нажимаю на кнопку «Отправить», и теперь у нас тут есть наши драйвера. Я скачиваю вот эти вот вторые. У меня они уже были скачаны, поэтому представим то, что я это скачал. После чего вот они у нас появились. Это наши скачанные драйвера. Я нажимаю на них и устанавливаю их заново. Итак, в итоге мне все же пришлось перезагрузить компьютер, потому что наши новые драйвера устанавливаться не хотели без перезагрузки. Поэтому сейчас, по идее, все должно быть нормально. Опять же, нажимаем на установку и ждем, пока наша видеокарта, пока наши дрова распакуются, и мы сможем наконец-то попробовать установить наши дрова. Итак, как можем видеть, наконец-то, спустя несколько минут перезагрузки, мы все же смогли добиться установки. Мы видим то, что мы можем установить, но пока что не нажимаем на эту кнопку, пока что это делать ни в коем случае не надо. Почему? Потому что, возможно, если вы установите, у вас все может получиться, и у вас все заработает, однако это большой шанс, то, что вообще ничего не получится, и вам придется сделать все заново. Что мы делаем? Мы нажимаем дополнительные параметры. Вот тут вот у нас расположение, ее мы не трогаем, и вот тут вот называем восстановление заводских настроек, то есть мы полностью возвращаем нашу видеокарту до заводских настроек. Пока я не сделал этого на своем компьютере, у меня DaVinci Resolve не запускался вообще. Я нажимаю эту галочку, после того, как мы ее нажмем, у нас сбросятся все преднастройки наших драйверов. И это как раз то, что нам нужно, потому что обычно именно из-за этого DaVinci начинает ругаться и не запускается. Нажимаю на красную кнопочку «Установить», и началась установка. После чего нам еще надо будет все это перезапустить, а уже потом мы сможем нормально установить драйвера, поэтому я перезагружаюсь, и уже после я устанавливаю наши драйвера.
Итак, как можем видеть, наш Windows перезапустился, и у нас сразу же автоматически началась загрузка наших драйверов, после которой мы уже сможем запустить наш DaVinci Resolve, и после чего у нас все, по идее, должно заработать. Так, ну и вот наша программа пишет то, что добро пожаловать в AMD Radeon Software. Мы убираем все галочки и нажимаем завершить. Все, после чего перезагрузки, по идее, быть не должно. Что мы делаем дальше? Мы переходим и нажимаем на нашу программу в ожидании того, что она у нас должна запуститься. И я опять же повторю то, что в большинстве случаев вам это поможет. Однако, если же она у вас опять не запустилась, то прошу обратить ваше внимание актуальность железа, потому что DaVinci Resolve, особенно Studio 16, она достаточно требовательна. И если у вас будет какая-то очень-очень-очень доисторическая карта, то вполне возможно DaVinci просто откажется запускаться именно из-за того, что эта видеокарта старая. Тут уже с этим, в принципе, ничего не поделаешь. Так, ну и вот, я уже что-то немного... Мне стало стрёмно, когда я увидел то, что он опять застрял на Loading Waveform Monitor, однако все же, вуаля, и, как можете видеть, наша программа запустилась без всяких проблем, и теперь мы можем начать работу в этой программе. Ну и на этом все. Если вам понравилось данное видео, тогда обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вам нравится тема дизайна, видеоэффектов, аудиоэффектов, всего связанного вместе с этим. С моим видео вы можете ознакомиться у меня на канале или в подсказках. Также нажимайте на колокольчик, чтобы YouTube вам присылал уведомления о моих новых видео. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там найдете видео мемы. Подписывайтесь на мой Инстаграм, там вы найдете фотографии с моим лицом. Ну и на этом все. Я Вова, и всем пока.